Здравствуйте, дорогие мои зрители! За время войны я получила от вас огромное количество сообщений, комментариев. Вы все интересуетесь, все ли со мной в порядке, в безопасности ли я. И вот только сейчас я наконец-то смогла собраться с силами, чтобы записать это видео, потому что до этого момента я просто не совладала со своими эмоциями, я была в постоянных истериках, то кричала, то рыдала, то просыпалась от каких-то панических атак. Большое вам спасибо за все те добрые слова поддержки. У меня, конечно, не было времени отвечать на все ваши сообщения, но я чувствовала, что вы все понимаете, что вы понимаете, что сейчас происходит, как это страшно для обычных жителей Украины, которые оказались сейчас на территориях, где ведутся страшные боевые действия. На самом деле я не тот человек, который привык делиться своими проблемами. Я, наоборот, никогда не делюсь ничем плохим. Ну и вы, в принципе, знаете, что на этом канале я старалась делиться с вами жизнерадостным настроением, позитивом, оптимизмом и хорошими вкусными рецептами. Но сейчас я внутренне ощущаю, что я просто должна рассказать свою историю. Я прекрасно знаю, что сейчас у сотен тысяч украинцев истории намного хуже. Я считаю, что нам очень сильно повезло, что мы все живы и что мы выбрались из того ада. За эти дни я сделала 2 поста в сообществе, потому что вы очень сильно переживали, спрашивали, как, где я, что со мной. У меня не было ни желания, ни сил тогда снимать видео, потому что вот только сейчас я хоть как-то собралась, хотя еще я не чувствую себя тем человеком, которым я была раньше, до 24 февраля. Я сделала 2 поста в сообществе, но я понимаю, что не все люди читают сообщество, поэтому одной из причин, конечно, тоже было то, чтобы рассказать вам, что произошло, и снять это видео. Я очень люблю Украину, и здесь есть 2 города, которые особенно близки моему сердцу. Первый город — это город Харьков, где я прожила последние 15 лет. В 17 лет я поступила в университет, закончила его и осталась жить в Харькове. Харьков — мой город, я очень люблю этот город. И второй город — это город Тростенец Сумской области, где я родилась, выросла, закончила школу, где жили мои родители, где жили родители моего мужа до 12 марта 2022 года. Они тоже выехали из этого города. И так случилось, что оба этих города, и Тростенец, и Харьков, находятся очень близко к границе с Россией, и поэтому они сейчас подвержены разрушениям огромным. 2 недели с 24 февраля по 10 марта я провела в городе Тростенец. Война началась 24 числа. 24 числа уже был взорван мост, который соединяет город Ахтырку и город Тростенец через реку Ворскла. 25 марта город Тростенец оказался полностью оккупирован российскими войсками. Все выезды были заблокированы российскими солдатами. И тех людей, которые пытались выехать из города, просто по своим делам, может, какое-то соседнее село, их расстреливали. Расстреляли, то, что я точно знаю, папу девочки, с которой я училась в параллельном классе. Также расстреляли еще одного мужчину, который ехал по делам в соседнее село. Он был фермер, его тоже расстреляли. Эти машины я видела своими глазами 10 марта, когда выезжала по зеленому коридору из города Тростенца. Все эти 2 недели, которые я провела в этом городе, я, в принципе, вообще никуда не выходила, только мои перемещения были между домом и подвалом. Город постоянно обстреливали, мы слышали гул нескончаемый
гул техники, которая передвигалась от границы. С каждым днем обстрелы все усиливались, появлялись какие-то новые звуки, и они, казалось, что все ближе и ближе уже к нашему дому. Самыми страшными звуками было это, когда летит самолет, который летит, или какой-то, не знаю, летательный объект, который летит очень-очень низко, и у тебя начинает дрожать дом, дрожать окна, все дрожит, вибрирует, и такое впечатление, что ты не понимаешь, возможно, именно этот самолет сбросит бомбу именно на твой дом. С 25 числа началась полная оккупация, никого не впускали в город, не выпускали в город, из города. Магазины разграбили, некоторые сразу же в первые дни, некоторые открывались и работали. Были огромные очереди, очереди были огромные за хлебом, который сначала пекли и продавали, потом уже люди начали помогать друг другу и раздавать бесплатно. За хлебом нужно было отстоять огромнейшую очередь. Человек 200, это все было на конец февраля, начало марта, были огромные морозы, много снега. Погода как чувствовала то, что происходит в Украине, и было очень-очень холодно. Аптеки, в принципе, тоже не работали, это был тотальный страх. И я, как человек, я очень сильно боялась, что мы будем ощущать голод. Наша семья была в полном ужасе. Мы не знали, сколько дней еще продлится оккупация, сколько дней еще не будут доставлять продукты в наш город, поэтому мы очень-очень-очень сильно экономили еду. За это время я потеряла 4 килограмма. Еда наша была все это время очень-очень простой, потому что, я говорю, мы экономили, потому что не знали, как дальше будут обстоять дела в городе Тростенец. Все время мы были в страшном ужасе от всего, что происходит. Поначалу еще была мобильная связь, потом ее начали уже глушить. Поначалу у нас был свет, потом его уже начали отключать все чаще и чаще, а сейчас в городе Тростенец уже вообще нет света. Поэтому у нас была хоть какая-то связь с реальностью, был какой-то мобильный интернет, потому что уже интернет, который сетевой, который работал в городе, он уже не работал буквально там с первых дней. Перебили какой-то кабель и не могли его уже починить. У нас был мобильный интернет, у нас была какая-то связь с внешним миром. Но когда начали глушить мобильную связь, глушить интернет, глушить это все, то это было, конечно, вообще очень страшно, потому что ты оказываешься как бы полностью оторванным от внешнего мира, ты не понимаешь, что происходит, лишь слышишь вот эти все страшные звуки, и ты прекрасно понимаешь, что это война, и все может быть, и в какой-то момент, в принципе, возможно, что ракета прилетит именно тебе в твой дом. У нас есть подруга семьи, и она живет в квартире, и им ракета прилетела прям у подъезда. Не взрывная, как это, от этого удара у них выбило все окна. На тот момент, слава богу, что они были на лестничной клетке, и они не пострадали. Им пришлось забить окна коврами. Я еще раз напомню, что это было очень-очень холодно. Морозы были сильные на тот момент. И понятное дело, что все мы пребывали в ужасе от того, что происходит, когда ты знаешь, что что-то плохое происходит с людьми, которые ты знаешь, что такое горе у них, и ты никак, к сожалению, не можешь им помочь, потому что люди боялись ходить по улицам. Каждый день, особенно ночью, мы ждали, что кто-то будет лезть к нам в дом. Ведь в другие дома российские солдаты уже заходили с оружием, и мы очень сильно этого боялись. Мы совсем не спали, потому что иногда обстрелы очень сильно усиливались именно ночью. А в те моменты, когда было тихо, мы все равно не могли спать, потому что мы шарахались любого, даже малейшего звука. Наш мозг был перепуган, изнеможден отсутствием сна.
и всем этим ужасом, который творился. Поэтому он рисовал какие-то странные, страшные картинки сразу же. Была такая ситуация, когда Боня, наша собака, наш пес, ударил хвостом об дверь, а мы думали, что уже кто-то лезет. И таких ситуаций было просто куча. Мы боялись любого шороха, как там, допустим, котел работал, и мы раньше даже никогда не знали и не обращали внимания на эти звуки, но в этой ситуации уже наш мозг воспринимал абсолютно все как настоящую угрозу и опасность. Единственное, о чем я мечтала, это чтобы мы все выжили и уехали. Но на самом деле я не думала, что нам удастся выехать, что нас выпустят из этого города. Нам уже друзья посоветовали, как можно сбежать через лес в сторону Ахтырки. И мы действительно рассматривали этот вариант, чтобы сбежать, но уже когда потеплеет, потому что делать это в начале марта было просто самоубийством из-за мороза и огромных сугробов снега. Также я хотела сходить на кладбище еще в первые дни, я думаю, это было. Я уже путаюсь в датах, потому что в голове настоящая каша. Поначалу я там что-то пыталась вести, какой-то дневник, что-то записывать, чтобы хоть меня это на самом деле успокаивало, записывать что-то в телефоне, в заметках, в Вайбере. Но потом я перестала это делать, потому что вот эти все бомбардировки усилились, и тебе уже просто было очень-очень страшно, и совсем не до этого. Ты просто думал, лишь бы выжить, лишь бы все бы мы выжили, и все это побыстрее закончилось. Вот в один из первых дней войны я хотела сходить на кладбище к своим родителям. Дом родителей моего мужа находится недалеко от кладбища, там, не знаю, может, метров 400. Я даже еще не успела даже и сообщить все родителям мужа. Я сказала только мужу о своем намерении. Он хотел идти вместе со мной, но нам потом родители сказали, что уже заехали танки. Они общались со своими знакомыми, что заехали танки на улицы, обычные жилые улицы, и в том числе и на кладбище, что там тоже был танк, и понятное дело, что я не сходила на могилу. Дальше все, что я помню, это то, что вот мы уже точно решили, что если так случится, что повезет и сделают какой-то зеленый коридор, то мы будем первыми, кто выйдет. Если не будет зеленого коридора, то когда потеплеет, мы будем просто бежать отсюда ногами через лес, как-то так. И вот 10 марта ночью объявили зеленый коридор. Мы, в принципе, знали, что это огромнейший риск, что, мы понимали, что я, то есть понимала, что если я здесь останусь в Тростенце, то я просто сойду с ума, потому что я действительно уже не могла себя контролировать. У меня очень оказалась такая психика шаткая, и мне действительно казалось, что если я здесь останусь, то я уже не буду тем человеком, который я была раньше, поэтому мы уже точно приняли решение, что мы будем выезжать зеленым коридором, даже если нас расстреляют, то пусть будет так, нежели оставаться вот этой вот всей ситуации. 10 марта объявили о зеленом коридоре, и мы выехали. Было достаточно много машин, что уже вселяло надежду, что не только мы такие отчаянные и готовы выехать. Было, я думаю, где-то больше 100 машин. Мы все выстроились в колонну возле шоколадной фабрики. Тростенец — это такой маленький городок,
где основным вообще местом работы людей была шоколадная фабрика Монделис. Я думаю, она очень многим в Украине знакома благодаря продукции. Это шоколадки Корона, это мишки Барни, это шоколадки Милка, это печенье Тук и еще другие продукты, которые я сейчас, к сожалению, не могу вспомнить. И вот на днях, вот буквально 2 дня назад, эта шоколадная фабрика загорелась, и больше ее, наверное, не буду утверждать, я не видела своими глазами, но, как говорят уже, ее не могут потушить, потому что туда не пропускают пожарных. Она горит уже 2-й день. О зеленом коридоре мы были первой колонной. Маршрут мы еще не понимали, потому что, как говорится, мы были первыми, кто решился выехать из этого города. И нас разрешили стартовать, чтобы колонна стартовала. Мы доехали до железнодорожного вокзала. Это там, где именно я и видела огромное количество техники с дулами развернутыми в сторону Ахтырки. Если кто-то был в Тростенце, то вы понимаете, где это. Это на главной площади железнодорожной станции Смородина. По эту сторону вот железнодорожная станция Смородина, и по эту сторону у нас была такая вот улица, и на ней очень много маленьких магазинчиков, аптек. Вот это все было полностью уже уничтожено, выжжено, асфальта там вообще не было, нет тротуаров, все вот так вот переверчено, ну это было просто ужасно все это увидеть своими глазами. Нас только подпустили, вот мы, получается, увидели, что происходит на вокзале, и нас разворачивают всю колонну опять назад, там, где она стартовала. Нас развернули раз, колонна снова выстроилась, мы начали ждать, нам снова дали зеленый свет, выезжайте. Мы снова подъезжаем к этому вокзалу, нас снова разворачивают. Многие люди уже разуверились и поехали домой на машинах. Многие вышли с машины и пошли домой, потому что уже никто не верил, что мы сможем выехать из этого города в этот момент. И вот мы выстроились уже в 3-й раз. Я не верила в то, что мы сможем выехать, потому что уже 2 раза тебя никуда не выпускают, и ты уже не веришь в то, что это вообще возможно. Ты, в принципе, и до этого не особо верил, что мы сможем выбраться из этого города именно по зеленому коридору. Но на 3-й раз мы поехали совсем другой дорогой. Как мы подозреваем, нас не пускали через ЖД вокзал и туда дальше, в сторону Сум по той дороге, которая является основной, для того, чтобы мы не увидели, что там происходит. Нас пустили по другой дороге в объезд, и тоже по этой дороге было очень много оборванных электропроводов, разрушений. Я видела, как магазинчики такие, там вырваны прям вот со всем мясом, вот эти большие такие пластиковые стеклопакеты, они вот так вот вырваны, заходи, бери, что хочешь, но понятное дело, что брать там уже просто нечего. Мы выехали, и получается, что прошли 4 блокпоста с российскими военными, 30 километров пути от Тростенца до Боромли. Боромли тоже полностью оккупирована российскими войсками, там огромное количество техники, военных просто. И вот на этих 30 километрах было 4 российских блокпоста, где нас проверяли машины, проверяли багаж, проверяли наши телефоны и выпускали. Выпускали дальше вообще сейчас между Тростенцом и городом Сумы была отличная дорога до начала войны, но когда мы уже выезжали, то вот Тростенец, как расположены города Тростенец, дальше село Боромля, понятное дело, еще есть маленькие села, но вот это крупное село Боромля,
и дальше Сумы. Между Тростенцом и городом Сумы, по-моему, 60 километров, и Боромли, она как бы по центру, 30 километров от Тростенца до Боромли. То вот от Тростенца до Боромли просто дороги нет, она вся вот так вот в повреждениях от танков, наверное, я не знаю, от другой техники, в которой я просто не разбираюсь. Все в осколках. Мы пробили 2 колеса, но мы пробили так, что мы могли дальше ехать еще, а перед нами машина пробила колесо, и людям пришлось менять колесо. Мы остановились, чтобы помочь им, дали свой компрессор, быстро поменяли колесо, и все ехали дальше. Колонна на этих блокпостах постоянно разрывалась, потому что одни проходили блокпосты, другие стояли в очереди, кто-то пытался выехать быстрее, потому что людям действительно было очень-очень страшно. И когда там на 2 блокпостах нас останавливали и показывали, что съезжайте в сторону, потому что в этот момент двигались огромнейшие колонны российской техники с границы в сторону Тростенца. То есть мы выезжали из Тростенца, а туда двигалась техника российская в сторону Тростенца. Это очень много техники там было, там были танки, были вот эти большие КАМАЗы с тентами. И вот когда эти колонны техники двигались, мы стояли на обочине, и это когда колонна проезжала возле российского блокпоста, где стояли российские солдаты, то дуло танков и другой техники, где было дуло, было направлено просто по центру. Когда они уже ехали возле нас, возле вот этой колонны автомобилей, то они направляли дуло прямо на нас. То есть они таким образом запугивали нас. Этот, как я понимаю, зеленый коридор, именно 10 марта, когда мы выезжали, первый зеленый коридор из города Тростенца был согласован для того, чтобы пока мирные жители выезжают из города, у российской власти была возможность завести через границу технику, потому что был режим тишины. Мы выехали, асфальт гудел так, как будто бы сейчас мы едем не на машине, а на огромнейшем самолете, и мы будем взлетать. Было безумно страшно. Особенно вот эти вот 30 километров от Тростенца до Боромли, это были самые страшные километры пути. Дальше уже, когда мы начали подъезжать к городу Сумы, то уже как-то и асфальт становился лучше, уже он был не таким разбитым техникой, и уже как-то чуть, я даже не могу сказать, что ты чувствовал себя спокойней, но ты уже видел меньше разбитых танков, разбитой техники на обочинах, меньше сгорелых или перееханных гражданских машин, и тебе просто становилось чуть-чуть спокойнее. Дальше уже, когда мы... Дело в том, что мы не знали, куда нам ехать, и вот люди просто, кто ехал в сторону Сум, кто ехал в объезд города Сум, на самом деле мы же то даже не понимали, что происходит там на этих территориях. Мы просто видели, что техники меньше, что меньше повреждений, и поэтому в нас внутри была надежда, что там все хорошо. И дальше, когда мы уже начали ехать в сторону там Недригайлова и других городов и маленьких сел Сумской области, то мы уже видели, что чем дальше, тем лучше. Уже мы видели флаг Украины, мы видели, что возле дворов стоят обычные машины, что для нас было просто чем-то чрезвычайным, потому что в Тростенце уже все давным-давно спрятали свои машины, потому что очень много машин было украдено, и люди, понятное дело, очень сильно боялись. Никто на машинах в Тростенце вообще не ездил. Все даже и из двора боялись выйти и выходили только на крайний случай, то если услышали от знакомых, что там что-то где-то можно или купить, или как-то получить, вот только в таких случаях люди выходили. И
дальше мы уже ехали в сторону Полтавы, чтобы вот немного прояснить. Тростенец-Полтава, если ехать хорошей новой дорогой, это 120 километров пути. Мы ехали в объезд. Мы не ехали по той дороге, которая является прямой, мы ехали в объезд. И путь, по-моему, составил 240 километров. Но уже, как это ни странно, но с каждым километром, когда ты отъезжал от Тростенца, ты чувствовал, что вот здесь как-то, как это правильно сказать, здесь более спокойно, здесь мирно, здесь люди, ну я тогда сказала, что Украина живая. И мне было так приятно, что с одной стороны приятно, что Украина продолжает жить, что не вся страна в таком ужасе, в котором пребывают вот эти вот области, где ведутся ожесточенные бои, действительно огромное количество техники, это все время бахкает, трахкает, так страшно, что я никогда в жизни не ощущала тех эмоций, когда вот что-то взрывается, и у тебя внутри вот все как будто бы плоскогубцами сжимается, руки становятся и ноги просто ватиными, тебе, ну, они не двигаются, а вот у тебя на шее вот такая вот полоска какая-то внутри, которая тебя душит. И, конечно, это было очень, очень страшно, и когда я видела, что вокруг стоят машины, что люди ездят на велосипедах, что люди ходят в магазин, мне было очень-очень-очень приятно это видеть, прям до слез. И мы доехали до Полтавы. В Полтаве я вообще просто разрыдалась, потому что я не представляла, что можно жить так, как мы жили до 24 февраля. Конечно, в Полтаве тоже есть комендантский час. Люди чувствуют какое-то сильное напряжение. В витрины, в магазинах там забиты вот таким вот железными всякими профнастилами и другими вещами. То есть чувствуется, что в стране война, что в соседних областях ведется война. Но все же Украина продолжает жить, продолжает работать. И это не может не радовать. Я просто рыдала, когда я увидела, что ты можешь заказать еду в отеле, и тебе ее приготовят. Я плакала, когда зашла в магазин АТБ в Полтаве, потому что я увидела, что можно купить еду, что еда есть. Хотя на тот момент магазин был полупустым, но я уже и этому была просто несказанно рада, что это существует сейчас. И дальше мы уже поехали в Черкасы. В Черкасах я тоже рыдала, потому что там вообще весь магазин был, все было, абсолютно все. Конечно, люди были в очень плохом настроении, все очень задумчивые, печальные, но все же, слава Богу, что все так. И я надеюсь, что в скором времени мы снова заживем. Касательно Харькова. Вот здесь мы всегда покупали Лоле еду. Это обычный магазинчик у нас на районе, совсем рядом, возле нашего дома. И сюда прилетела ракета. Женщине оторвало ноги. Это обычный жилой комплекс, новостройка, где мы купили квартиру, делали в ней ремонт и хотели заехать уже весной. У нас есть видеонаблюдение в этом комплексе, и вот что с ним произошло, как его обстреляли 3 марта 2022 года. Это всего лишь 2 жилых комплекса, которые касаются меня и в которых я постоянно находилась. Мы снимали видео на квартире.
которые вы видели, покупали там корм в этом магазине, а на другом комплексе мы делали ремонт и мечтали заехать туда. Но на самом деле Харьков сейчас очень сильно страдает. Там умирает огромное количество людей от обстрелов, там постоянные обстрелы, которые каждый день, там что-то взрывается, постоянно обстреливается, постоянно разрушения происходят страшные, морги переполнены, очень много людей просто страдает, умирает, или они искалечены на всю жизнь. И не только физически, но и морально, потому что это очень тяжело пережить. Я оставлю в описании под видео ссылку на видео о том, что происходит в Харькове. И я знаю, что те люди, думающие, милосердные, они все поймут, какой это ужас и что сейчас происходит на тех территориях, где ведется война. Я знаю, что это видео получилось очень длинным, но я больше всего хочу, чтобы наконец-то это все закончилось, и снова был мир, чтобы люди не страдали, чтобы они не умирали, чтобы этот тотальный ужас просто закончился. Сейчас это моя реальность. На этом все. Пока. До новых встреч, надеюсь.